Приветствую всех на канале Я строю дом на Алтае. С вами снова я, Комаров Алексей. Гнул толстую арматуру, оказалось негодным для тонкой. Для шестерки получаются слишком большие радиусы. И если для большой арматуры 10, 8, 12 диаметра это было скорее плюс, чем минус, потому что не было излома, то для шестой арматуры это явный перебор. И как гнуть дальше, вот этот последний кончик, я не представляю на это. Хотя размер, да, выдержан, все шикарно, но это не годится. И теперь я попробую сгандобить что-нибудь более простое, что ли, и более действенное. Итак, как говорится, начинаем. Теперь у нас есть 3 таких небольших штыречка. Сейчас попробуем их забить в эти отверстия. Они еще горячие, с пылу с жару. Так, маленечко их доработаем. Теперь они готовы, я думаю, заходить. Так, попробуем теперь вот такой вариант. Так, заготовки нет. Все, есть заготовка. Все шикарно. Тут чего-то не хватает. Угу. Вот так, да? Угу. Понятненько. Понятненько. Вот так. Раз. Сейчас получилось 70. Значит, минус 20. Это будет 30, 70 и 90. Проверим. Получается, да, почти 100. Раз. Раз. И теперь самое интересное.
как сделать вот этот гиб. Теперь берем отпиленный пруток, ложим его дальше. Пытаемся не обжечься, потому что края горячие. И так вот по один пруток постоянно переставляем и пилим весь хлыст. И вот так за несколько минут мы получили кучу заготовок, которые теперь будем гнуть. Быстро, удобно, по одной пилить вообще не вариант. Вначале я ввожу проволоку шестерку так, чтобы она выступала примерно у меня тут где-то 1 сантиметр. Затем я, помогая себе второй рукой, подгибаю. Если второй рукой не подгибать, то радиус получится немножко больше и менее четкий. У меня вот здесь отмечены две риски. Вот одна и вот вторая. Вначале я устанавливаю по первой риске и также гну. Так. Затем я устанавливаю по второй риске. Потом опять по первой. Вот. Но рукой гнуть немножко неудобно. Ничего. Вот для помощи в гибке я взял свой набор ключей и использую их как усилитель, удлинитель рычага гибки. Последний гиб руками уже без усиления просто нереально загнуть. Так, вот получилась хорошая, славненькая рамочка. Теперь настало время вязать каркас для армопояса. Помаленьку я уже начал с одной стороны. Покажу сейчас, что у меня из этого получилось. Ну вот примерно так это сейчас все выглядит. Дальше я вязать не стал, потому что мне нужно будет точно расстояние совмещать. Потом я их между собой выставлю, эти вот полубалки, и тут свяжу уже. Потому что они сейчас вот сюда пойдут, сюда вот. Тут сейчас тоже довяжу вот до сюда, и все. А это все пока будет. Начну вязать уже остальные. Хомутики получаются уже более-менее. Приспособился их гнуть. Вот они. В принципе, вот еще более красивый. Такое качество как бы не пойдет. Всего сейчас нагнуто пока 50. По расчетам надо 108 вот таких. И еще потом плюс 51, чтобы вот в этих местах вязать они будут побольше. Но сейчас пока с этими вот разобраться надо. Потом уже
большие вязать в самом конце. Но опять же, чтобы мне тут сейчас было удобно перелазить, то есть мне тут пока вязать не надо. Вот. Это вот фронт работы, все на сегодня. К вечеру посмотрим, насколько мне все это удастся. Но пока не буду терять время и пойду резать, гнуть, потом вязать. Да, отдельно хочу сказать по поводу проволоки вязальной. Вот это вот такие вот ежики, такие вот. Это у меня осталось после опалубки. Я просто делал усиление вязальной проволокой, и потом, когда я сделал распалубку, у меня остались из фундамента торчать хлысты вязальной проволоки. Я их срезал по границе фундамента, но выкидывать проволоку не стал. Вот ее такие вот небольшие кучки связал. Теперь я их же использую для того, чтобы вязать армопояс. Вот. Получается как-то вот так. Ну, в принципе, все нормально получается. Здесь тоже проем, поэтому почаще хомуты ставил. И здесь проем, и здесь почаще. А вот там вот тоже вот видно над проемом почаще. Здесь редко хомуты стоят. Вот это мне надо еще быстренько сейчас все закончить, вот этот уголок. Этот. И все. Тогда буду делать стеночки. Стеночки, 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 стеночки. Здесь у меня получился переход с широкого на узкое. Так, раз. Ну, это уже все нормально. Все получилось, все связалось. В этом месте я не стал усилять, не стал делать хомуты более часто, потому что вот в этом месте никаких усилий дополнительных не будет. Плита будет лежать только вот здесь. Здесь вот будет почаще. А вот в этом месте плиты не будет. Поэтому оставил. Он тот проем сделал почаще, потому что он самый длинный.
здесь делать не стал чаще, потому что тут опять же плиты будут лежать вот с опиранием вот на эту стенку и вот на эту. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки, нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новое видео. Делитесь в соцсетях, чтобы помочь развитию канала. А я прощаюсь с вами. До новых видео. До свидания, друзья.